Все достало, что делать? Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда наша чаша терпения переполнена. Неосторожное слово, внезапно свалившаяся задача может иметь эффект разорвавшейся бомбы. Это нормально, так как чем больше мы контактируем с другими людьми, тем больше энергии тратим. Особенно частому выгоранию подвержены люди помогающих профессий, такие как врачи, психологи, социальные работники, няни, воспитатели, учителя, руководители, мамы тоже. И чем больше детей, тем с большими людьми вы сталкиваетесь, и каждый ребенок хочет свое. Что делать, когда все достает, вы чувствуете, как вы выгораете? Я знаю это по себе. И когда чувствую, что трачу больше энергии, чем получаю, я беру перерыв. Это может перерыв на несколько дней, или это может быть мини-отпуск. Не доводить ситуацию до взрывоопасной мне помогают признаки надвигающегося выгорания. Я это понимаю тем, как я чувствую себя, каким настроем и мотивацией иду на работу. Это очень важно. Если вы идете с отвращением, вам не хочется, это уже признаки выгорания. Заряжает ли вас ваше любимое дело или раздражает? Это тоже важно. Или раздражаетесь с полуоборота, какие-то мелкие вещи бытовые начинают раздражать не только на работе, но и дома, вы становитесь более раздражительным. Это тоже признаки надвигающегося выгорания. И еще у меня конкретно нарушается сон, мне требуется больше времени для восстановления, чем обычно. Все это признаки выгорания. И на них нужно обращать внимание. Нужно время от времени свое внимание направлять внутрь себя, а не все время находиться в направленном вниманием вовне. Это означает, что следить нужно не только время от времени, но каждый день. Как ты себя чувствуешь? Утром встал, с каким настроем ты встаешь, в каком состоянии ты просыпаешься? Ты заряжен, отдохнувший, или наоборот утром встаешь уже уставший? Или к вечеру приходишь после работы с каким настроем, засыпаешь с каким настроем? Все это очень важно для того, чтобы оценить свою ситуацию конкретно здесь и сейчас. Не только психоэмоциональное состояние, но и энергетическое состояние. Что делать в такой ситуации? С детства я понял, что попадая в такую ситуацию, вовремя нужно переключиться на что-то другое. То есть сделать перерыв. И от этого перерыва вы никуда не опоздаете. 1000 раз я проходил ситуацию, когда я говорил себе: еще могу, еще немножко потерпи, давай еще чуть поработаю. И попадал в такие ситуации, когда я заболевал, когда я выключался намного дольше, чем хотелось бы, когда я был не совсем эффективным на своем работе, да, а у меня работа связана с здоровьем людей, и я должен всегда быть внимательным, заботливым, сострадательным, добрым. То есть у меня должна быть энергия, которую я могу отдавать людям. Да? Если я не смогу отдавать людям, то какой из меня врач? Кому будут люди приходить? Вот. Это очень важно. И я, конечно, переключаюсь. Если могу на 2-3 дня, то у всех есть выходные, да? То стараюсь куда-нибудь уехать за город или в другой город. Вот у нас с женой есть такая привычка. Мы берем в пятницу вечером, например, билеты, уезжаем на выходные в Питер и гуляем по Питеру 2 дня, и в воскресенье вечером приезжаем. И утром понедельник совершенно по-другому воспринимается. Потому что поменялся пейзаж перед глазами, поменялась атмосфера, поменялось все. И в этот момент ты все равно, твой организм заряжается, внутренне он восстанавливается лучше. Но вообще я на самом деле отдыхаю в движении. У меня много детей, но я всех детей беру, путешествую от одной точки до другой,
даже не знаю утром, где буду ночевать, и дети не знают. Возможно, мы путешествуем не в полном комфорте там, да, иногда на автодоме вот этим летом путешествовали, очень понравилось. И дети были в безумном восторге, да, и все отдохнули, всем так понравилось. Я знаю, что я лучше всего заряжаюсь, восстанавливаюсь, отдыхаю, расслабляюсь вблизи большой воды, вблизи океанов и морей. А поэтому я, наверное, занимаюсь разными видами спорта, связанными с водой. У меня такое внутреннее ощущение всегда бывает, как будто я вышел из воды, и мне все время хочется вернуться обратно. И когда я нахожусь в воде, сижу на серф-доске на лайнапе, даже могу сидеть до темна, у меня никогда не бывает чувства страха, дискомфорта. У меня такое ощущение, как будто я у себя дома. Каждый из вас должен найти то занятие, то место силы для вас именно. То, что вас заряжает, то, что вас расслабляет, то, что вам дает силы и то, что вас восстанавливает. К чему я? Когда мы чувствуем, что мы выгораем, когда все нас достает, мы должны переключиться. Это может быть даже не поездка куда-то. Это может быть просто переключение своей деятельности. Например, если вы руководитель, в рамках своей компании вы можете переключиться не только на управление, управленческую и операционную деятельность, но и на другие какие-то аспекты, которые вам были бы интересны, поделать что-то. Да? Это тоже вас может перезагрузить, и вы почувствуете, как отпускает и расслабляетесь. Например, вы мама. Вы тоже, вот глядя на свою супругу, я могу сказать, что она, конечно, она всегда с детьми, но она всегда находит время для себя 40 минут, часик, чтобы провести. Или она выбегает, бегает, когда дети спят, или она чем-то своим занимается вечерами, да, не тогда, когда дети спят, а просто дети своими сами играют, и она занимается своими делами. И всегда у нее есть какие-то виды переключений, не все внимание ее направлено на детей. И она спокойна по поводу детей, и когда мама их спокойна, и дети спокойны. Поэтому очень важно, нужно посвящать себе время. 30 минут, час ежедневно. Нужно заботиться о себе, нужно любить себя, нужно быть добрым по отношению к себе, нужно сострадательно относиться к себе, нужно вообще любить себя, потому что все чувства, которые мы транслируем в мир по отношению к другим людям, они начинаются с себя, потом другим. Я люблю себя, потом я люблю своего мужа, жену, детей, родителей и так далее. В буддийской философии все начинается с себя, потому что буддизм – это атеистическая религия, безбожная религия, как говорят, да? Это философия, это даже не религия. И в этой философии говорится о том, что чтобы полюбить, научиться любить других, ты должен полюбить себя. И эти чувства, которые ты испытываешь по отношению к себе, ты проявляешь по отношению к другим. Это не значит какое-то самолюбие, да? Восхваление себя и себя как возвышение себя над другими. Нет, наоборот, здесь просто такое чувство, как любящая доброта, которая исходит от нашего сердца. Если у нас внутри нас нет любви, наше сердце закрыто. Если есть любовь, наше сердце открыто. Вот к чему я. Будьте здоровы!